Телефонный разговор Владимира Путина и Николаса Мадуро, состоявшийся 11 декабря, стал событием, которое сразу вывело российско-венесуэльский диалог в центр международного внимания. Формально разговор выглядел как очередной обмен мнениями о стратегическом партнерстве, однако по сути он стал политическим сигналом, отражающим ускоряющуюся трансформацию обстановки вокруг Венесуэлы и растущее вовлечение глобальных игроков в регион Карибского бассейна. Лидеры двух стран подтвердили приверженность недавно вступившему в силу договору о стратегическом сотрудничестве, который должен укрепить экономическую, энергетическую, финансовую и гуманитарную связность между Москвой и Каракасом. Кремль особо отметил, что Путин выразил солидарность с венесуэльским народом и поддержал курс Мадуро на защиту суверенитета в условиях внешнего давления. Формулировка, которая в текущем контексте звучит максимально прямолинейно. Тем самым Москва фактически дала понять, что в случае серьезного конфликта между Венесуэлой и США она будет придерживаться линии стратегического партнерства и готова поддержать Каракас, что Путин косвенно подтвердил своими заявлениями. Контекст этого разговора стал куда более широким, чем двусторонняя повестка. Почти одновременно с ним Соединенные Штаты резко усилили активность в Карибском море, обосновывая это борьбой с наркотрафиком. Однако масштабы американской военной группировки, около 15 тысяч военнослужащих, авианосец Джеральд Форд, атомная подводная лодка, группа палубной авиации и высокотехнологичные комплексы наблюдения выходят далеко за рамки обычных антинаркотических операций. За последние месяцы американские вооруженные силы нанесли более 20 ударов по судам в Карибском море и Тихом океане, утверждая, что они перевозили наркотики в США. Эти удары привели к десяткам погибших и вызвали растущее беспокойство стран региона, которые все чаще говорят о том, что Вашингтон готовит не разовую акцию, а масштабную и долгосрочную операцию. Дополнительный слой напряженности создают заявления американских политиков, прежде всего госсекретаря Марко Рубио, который открыто назвал Венесуэлу базой Ирана и Хезболлы в западном полушарии. Заявления такого уровня традиционно используются как подготовка общественного мнения к более жестким мерам. Фактически Вашингтон формирует образ Венесуэлы как государства, вовлеченного в деятельность враждебных США сил, что создает оправдание для расширения давления, включая операции на море и воздушные ограничения. Уже сейчас американские специалисты говорят о необходимости вернуть стабильность в регион и не допустить, чтобы Каракас стал плацдармом для действий Ирана. Подобная риторика дает понять, что борьба с наркотиками – лишь один из инструментов, тогда как реальной целью может быть перераспределение влияния в западном полушарии. Ситуация обострилась после захвата американскими военными крупного нефтяного танкера, который, по версии США, перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана в обход санкций. Операция проводилась с участием спецподразделений, высадки с вертолетов и задействованием нескольких структур ФБР, береговой охраны и службы внутренней безопасности. Дональд Трамп заявил, что это самый крупный танкер, который когда-либо перехватывали американские войска. Каракас назвал действия Вашингтона актом международного пиратства. Москва указала, что такие операции могут привести к непредсказуемым последствиям и нарушают международные нормы. Примечательно, что Сергей Лавров подчеркнул, Россия будет добиваться разъяснений от США и рассчитывает, что Белый дом воздержится от дальнейшей эскалации. На этом фоне появляются утечки, которые добавляют ситуации тревожности. Источники в Вашингтоне сообщают о закрытых брифингах, где обсуждается стратегия давления на Венесуэлу с целью создания контролируемого хаоса. По этим данным, США хотят добиться состояния, в котором Каракас не сможет отличить собственные протестные процессы от внешнего вмешательства, а экономика страны войдет в так называемую управляемую стагнацию. Подобные механизмы в прошлом применялись Вашингтоном в ряде стран, и их долгосрочные последствия нередко приводили к глубокому политическому кризису. В пользу того, что определенные меры уже тестируются, говорят сообщения о появлении неизвестных советников в пограничных районах, а также периодические перебои связи в Каракасе,
которые эксперты связывают с возможными испытаниями систем подавления коммуникаций. Информационная война также усиливается. В западных СМИ появились сообщения о якобы состоявшемся разговоре между Дональдом Трампом и Николасом Мадуро, где последний обсуждал возможность покинуть страну в обмен на гарантии безопасности, амнистию и снятие санкций. Венесуэльская сторона эти сведения не подтверждала, не опровергала, что создает основания полагать, что такой разговор действительно мог иметь место. Подобные сообщения также направлены на формирование образа ослабления власти Мадуро и создание впечатления, что Венесуэла находится на грани политических изменений. Отдельной темой остается безопасность глобального танкерного флота. Венесуэла, вероятно, не будет отвечать резко на захват одного судна. Слишком много зависит от общей устойчивости логистики. В мире насчитывается около 1600 танкеров, перевозящих нефть из стран, находящихся под санкциями. За последний год повреждено или задержано около 12 таких судов. Это пока не создает серьезной угрозы, но если количество подобных операций возрастет, последствия затронут не только Венесуэлу, но и Иран и Россию. Строительство одного танкера занимает 3 года, и массовая потеря даже нескольких десятков таких судов может привести к нарушению мировых цепочек поставок и спровоцировать ответные действия государств, которые зависят от экспорта нефти. Именно в этой обстановке разговор Путина и Мадуро 11 декабря стал важнейшим элементом дипломатической архитектуры. Он показал, что Москва стремится стабилизировать ситуацию вокруг Венесуэлы и предотвратить переход кризиса в фазу неконтролируемой эскалации. Вашингтон же продолжает наращивать давление, усиливать военное присутствие и расширять санкционный инструментарий. Каракас оказывается в центре большой геополитической игры, где на кон поставлены не только судьба региональной безопасности, но и баланс влияния в западном полушарии. В ближайшие месяцы события вокруг Венесуэлы могут стать одним из ключевых факторов глобальной политической динамики, и именно сейчас закладываются контуры будущих решений, которые повлияют на энергетический рынок, международные альянсы и стратегическую стабильность на всем пространстве Карибского региона. Если вам понравился разбор событий вокруг Венесуэлы, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать самые важные новости мира и нашего региона. Пишите свое мнение в комментариях. Интересно узнать, как вы оцениваете текущую ситуацию.